Привет, армия! Для тех, кто видел бесчисленное количество моментов, которые, по мнению фанатов, указывают на более глубокую связь, вчерашние прямые трансляции Тэхьона с участниками группы лишь еще больше все прояснили. Казалось, это был еще один момент, когда Тэкук просто больше не мог, или, возможно, не хотел, скрывать это. Хотя каждая из 3 прямых трансляций длилась всего несколько минут, созданная ими атмосфера казалась гораздо масштабнее, чем отведенное время. Каждая трансляция несла одну и ту же цель – спеть с днем рождения, засыпать Тэхьона теплыми пожеланиями и отпраздновать его день рождения так, чтобы это выглядело интимно, искренне и глубоко трогательно. Тэхьон выглядел по-настоящему счастливым, наслаждаясь присутствием участников, которые решили быть рядом с ним, несмотря на холод. Даже Юнги, который, к сожалению, плохо себя чувствовал и был вынужден уйти пораньше отдохнуть, явно был в центре внимания, о нем говорили с заботой и беспокойством. Когда Тэхьон начал первый прямой эфир и объявил, что закончил свою работу, участники группы, которые, несмотря на холод, собрались на крыше, приблизились друг к другу. Они ютились в кадре, тихо смеясь, повторяя поздравления с днем рождения и пытаясь поместиться вместе, несмотря на ограниченное пространство. Это был хаос в самом очаровательном смысле. Хаос, который возникает только у людей, чувствующих себя комфортно друг с другом. Конечно, Джонгук был там. С самого начала он казался играть тихую, но важную роль, подбадривая Тэхьона включить прямой эфир. Возможно, потому что все замерзали, или, может быть, потому что группа отвлекалась, и Джонгук хотел, чтобы Тэхьон уделил немного времени и поговорил напрямую с фанатами. Какова бы ни была причина, это выглядело естественно, как будто он делал это много раз до этого, даже не задумываясь. Когда Хобби спросил Тэхьона, как он себя чувствует в этот день, особенно учитывая, что это был его день рождения, Тэхьон ответил честно. Он сказал, что у него очень хорошее настроение, а затем признался, что причина проста. Участники группы были рядом с ним, несмотря на холод. Одно это маленькое признание многое говорило о том, что для него было важнее всего в тот момент. Затем Тэхьон начал пожимать руки каждому участнику, улыбаясь при этом. Он упомянул, что в течение следующих 10 лет им следует повторять что-то подобное. Непринужденное замечание, но наполненное надеждой и стремлением к преемственности. Пройдясь по рядам, он сначала пожал руку Хобби, затем Джонгуку. Что-то в этом моменте сразу же бросилось в глаза. Рукопожатие с Джонгуком затянулось дольше остальных, как будто ни один из них не спешил отпускать руку. После этого Тэхьон продолжил пожимать руки Намджуну и Чимину, но когда он закончил, поразительно, как его внимание, казалось, снова переключилось на Джонгука. На его лице мелькнула короткая пауза, едва заметная мысль, как будто он обдумывал, стоит ли снова протянуть руку к Джонгуку. Это не выглядело как забывчивость, это было обдуманно, как будто завершение этого небольшого ритуала с Джонгуком было преднамеренно с самого начала. То, как все происходило, затрудняло забвение. В один момент Тэхьон попросил Чимина подержать его телефон, потому что у него онемели руки от холода. В это время Джонгук между делом упомянул, что они только что закончили репетицию основной хореографии и собираются домой. Хобби вмешался, поддразнивая, что это Тэхьон привел их всех сюда и настоял на совместной прямой трансляции. Остальные быстро присоединились, повторяя то же игривое обвинение, и Тэхьон кивнул, застенчиво улыбаясь, принимая это. Он не отрицал этого, скорее он выглядел довольным. Когда Чимину наконец надоело держать телефон, Намджун взял на себя инициативу. Пока все перестраивались, чтобы снова поместиться в кадр, произошло что-то тонкое, но значительное. Тэхьону наконец удалось расположиться поближе к Джонгуку. С этого момента было трудно не заметить, как Тэхьон продолжал смотреть прямо в лицо Джонгуку с такого близкого расстояния, как будто не хотел упустить ни одной детали. В его выражении была мягкость, прекрасная улыбка, которая казалась предназначена только для Джонгука. Намджун пошутил, что Тэхьон установил прямой эфир вертикально, из-за чего трудно было удержать всех в кадре. Тэхьон объяснил, что именно поэтому он держал камеру таким образом. Как только он закончил говорить, произошло что-то удивительное. Тэхьон и Джонгук встретились взглядами. Они смотрели друг на друга несколько секунд, которым любому, кто смотрел внимательно, казались гораздо дольше.
Это не было драматичным или увеличенным, это было спокойно, естественно и, бессомненно, интимно. Задержавшись лишь на мгновение, Тэхьон, наконец, вновь посмотрел на камеру, которую держал Намджун. Этот короткий обмен взглядами ясно показал, что их взгляды были неизбежны. Даже когда Чонгук, казалось, на мгновение отвлекся, взгляд Тэхьона снова нашел его. Это было мило, почти нежно, и вскоре Тэхьон завершил первую прямую трансляцию. Вторая прямая трансляция началась вскоре после этого. Джин присоединился к ним. Джин упомянул, что слышал, будто все на крыше, и еще раз объяснил, что Юнги там нет, потому что ему нужно отдохнуть. Когда группа устроилась поудобнее, они попросили Джина встать в центре и поделиться своим новогодним желанием, поскольку все остальные уже это сделали. Этот момент действительно поднял все на новый уровень. Наблюдая внимательно, стало невозможно игнорировать, как в реальном времени разворачивалась динамика отношений Тэкука. Когда Джин собирался говорить, Чонгук, заметив, что Тэхьон проходит мимо него, слегка отодвинулся. В ответ Тэхьон положил руку на талию Чонгука, мягко, но крепко удерживая его на месте. Это был небольшой жест, но наполненный намерением. Тэхьон хотел остаться позади и хотел, чтобы Чонгук был рядом с ним. Чонгук жестом предложил Тэхьону встать между ним и Чимином, показывая рукой, что он имеет в виду. Тэхьон, однако, полностью проигнорировал это предложение. Вместо этого он слегка потянул Чонгука за куртку, направляя его движение. Чонгук не сопротивлялся, ни на секунду. Он без труда последовал за Тэхьоном. Вскоре Тэхьон обнял Чонгука сзади, прижимая его крепче, чем остальные участники группы. Между ними не осталось личного пространства. Стало трудно понять, где заканчивается Чонгук и начинается Тэхьон. Тэхьон уткнулся лицом в шею Чонгука, обнимая его с такой силой чувств, которая оказалась почти собственнической, словно он не хотел отпускать. Реакция Чонгука была столь же показательной. Он улыбнулся, мягко, почти застенчиво, явно осознавая, как крепко Тэхьон его обнимает. Он принял объятие без колебаний, его тело расслабилось в объятиях Тэхьона. Это был один из тех моментов, которые казались открытыми, искренними и глубоко значимыми. Пока Джин продолжал загадывать новогодние желания, Тэхьон не двигался с места. Он оставался на том же месте, прижимаясь к Чонгуку, словно весь остальной мир исчез. Другие участники группы не обнимались так же, но Тэхьон, казалось, не обращал на это внимания. Его лицо было наполнено теплом и нежностью, эмоциями, которые невозможно было скрыть. Когда Джин пошутил, что им нужна такая семейная фотография для особого места дома, Тэхьон еще крепче обнял его. Все еще обнимая Чонгука сзади, он слегка приподнял ногу, притягивая Чонгука ближе, словно это было вообще возможно. Он, казалось, хотел полностью слиться с ним, притягиваемый теплом Чонгука и тем комфортом, который тот дарил. Улыбка Тэхьона говорила сама за себя. Чонгук, спокойный и уравновешенный, принял объятие с тихим принятием, даря стабильность Тэхьону, который казался быть почти беспокойным в своем желании быть ближе. Это был незабываемый момент, который надолго остался в памяти после того, как прошел. В какой-то момент Чонгук жестом предложил Тэхьону подойти ближе и обнять его лицом к лицу. Вместо этого Тэхьон остался на месте, еще крепче обняв Чонгука сзади. Чонгук улыбнулся его упрямой нежности, явно забавляясь и трогаясь. Честно говоря, казалось, что Тэхьон изо всех сил пытался слиться с Чонгуком воедино. Наблюдая за этим, было трудно сдержать смех и одновременно переполнять эмоции. Многие фанаты думали, что момент с Тэхьоном и Чонгуком в мае Лёна этого года станет самым запоминающимся. И вот он столкнулся с серьезной конкуренцией. Тэхьон действительно не хотел отпускать, а сдержанная улыбка Чонгука говорила все, что не могли выразить слова. Привязанность Тэхьона была неоспорима. То, как его собственничество, казалось, росло по мере того, как Чонгук отвлекал внимание окружающих, только усиливало этот момент. Было ясно, по крайней мере тем, кто внимательно наблюдал, что это что-то особенное. Позже, когда участники шутили о том, чтобы добавить Юнги на семейную фотку с помощью ИИ или фотошопа, Тэхьон внезапно вспомнил кое-что важное. Чонгук еще не поделился своим новогодним желанием. Решив это исправить, Тэхьон прервал разговор и попросил Чонгука сказать его вслух, чтобы все услышали.
Он мягко подтолкнул Чонгука вперед, пока остальные отошли в сторону, освобождая для него место в центре. Даже тогда Тэхён не смог удержаться и снова обнял Чонгука. Пока Чонгук говорил о желании поскорее вернуться и начать рекламную деятельность, Тэхён играл с полями своей шляпы, нежно поглаживая ее и внимательно слушая. То, как Тэхён смотрел на Чонгука в этот момент, с защитой, гордостью и глубокой привязанностью, было невероятно трогательно. Казалось, Чонгук был для него приоритетом, человеком, которого он всегда хотел выделять и поддерживать. Когда началась третья и последняя прямая трансляция, на этот раз из спортзала, было также трогательно видеть, как Чонгук подбежал к Тэхёну, полной решимости принять участие в праздновании. Эти взгляды, эти молчаливые объятия и это постоянное стремление убедиться, что Чонгука видит и слышит, оставили неизгладимое впечатление. Это тот момент, который остается в памяти, о котором вспоминаешь снова и снова, потому что это что-то значило. Что бы кто ни говорил, то, как Тэхён и Чонгук взаимодействовали, их действия, взгляды, улыбки, казалось искренним и глубоко нежным. Для многих это невозможно воспринимать иначе. Тэкук продолжает демонстрировать нечто сильное даже в самых маленьких жестах. И для тех, кто стал свидетелем этого, этот момент останется незабываемым, напоминанием о связи, которая с каждым днем кажется все более реальной.